тоже. Дальше. Теперь осталось здесь поставить монтажную петлю. Ну, для монтажной петли есть, видите, что мы знаем, тут 50 миллиметров выступает, и, собственно говоря, все, да? Все, что мы знаем. Ну, поэтому мы что сделаем? 50, мы отступим 50 вверх. А дальше, поскольку данных у нас нет, то мы что сделаем? Ну, построим ее произвольно. А вообще для нее существует чертеж, да? Поэтому можно ее построить по чертежу. Так, отсюда и до сих пор. Построим. Так, это мы в центре удалим. И дальше здесь мы сделаем так. Но мы тоже ее копируем потом. А здесь начертим 60 и соединим. Теперь сопряжение сделаем. Выберем радиус 10, подтвердим. Здесь и здесь. Здесь и здесь. Так, еще раз. Сопряжение. Радиус. А здесь радиус возьмем больше. Так. Итак, вот так получилась наша петля. Теперь выбираем. И отражаем зеркально отношение оси. Нет, подтверждаем. Вот петля готова. Так, ну вот, собственно говоря, все и есть, да? Теперь нам осталось что сделать? Заполнить таблички, то есть поставить размеры и дальше сделать выноски. Ну, чтобы это сделать, мы сначала, да, давайте мы тут его разорвем еще, что у нас? Ну, у нас ось должна идти. Вот так. Тут отдельно, тут отдельно. Тут кусочек может быть лишний. Давайте мы его тоже тут уберем. Вот так. Значит, мы сначала масштабируем. Вот то, что у нас получилось. Выбираем масштаб и выбираем объекты. Вот эти объекты. Значит, мы возьмем сначала масштаб 1:10. То есть, подтверждаю, базовая точка. Ну, я возьму вот это. Масштаб пишу 0.1. И вот оно, пожалуйста, в масштабе 1:10. Ну, я полагаю, что оно как раз пойдет. Теперь перенесу. Ну, выключу орто, чтобы удобнее было. И вот таким вот образом поставлю. Вот сюда. Так, ну, может быть, даже вот так. Поставлю. Вот сюда нам должны поместиться чертежи нашей каркаса, сетки одной, сетки другой. Так, поставили. Теперь нам необходимо еще здесь сделать вырез. То есть включаем тонкий слой. Возьмем здесь вот линию и сделаем вот такой вот вырез. Ну, то есть это будет у нас местный разрез. Обрежем лишнее. И покажем здесь арматуру. Ну, чтобы ее показать, я сначала тонкие тут линии проведу. Так, она должна быть вот тут расстояние. И такое же расстояние сюда, да, должна пойти. Значит, поэтому мы тут измерим, что тут у нас за расстояние получается. 5 миллиметров по нашему чертежу. И я смещу на 5 миллиметров
вот эту линию. Вот так, да. Ну, вот это уберем, это мы убираем. Вот так, так. Вот. И вот эту и эту мы преобразуем в слой арматура. Ну а теперь что? Надо на 100 миллиметров сдвинуть. Следующая, не на 100, следующая меньше будет, да? Ну поэтому что? Придется его нарисовать. Ну вот этот слой. И опять же здесь измерить, какой тут размер получается. 10, да? А тут посмотрим 5. Ну, сместим это на 5 опять, да? Сместим, подтверждаем 5. Вот. Дальше опять сместим 5. Вот этот кусочек сюда. Вот так. Сместим. И дальше, это мы на 5, а этот теперь сместим на 10. Потом, потому что дальше у нас идут через 10. Вот так. Теперь давайте лишнее поубираем. И все преобразуем так, как необходимо. Так, убрали. Вот здесь вот это убрали. Вот эти хвостики убрали. Все. И вот эти вот здесь убрали. Так, а вот это преобразуем у нас слой арматура. Вот. Вот арматура наша выглядит. Так, посмотрите, наверное, еще один надо добавить. 10, вот это сюда. Да, видите? Вот это убрали. Вот все. Вот, то есть виден кусочек сетки S2. Теперь дальше включаем слой тонкий и поставим, промаркируем то, что у нас есть. Промаркируем аннотации мультивыноска и посмотрим, как она у нас настроена. Так, изменить. Так, содержимое нет, формат нет, точка тонкая, структура выноски, величина полки. Сделаем ее маленькую, содержимое, мультитекст. Вот так. Установить, закрыть. И теперь эту мультивыноску поставим. Первое у нас каркас пространственный. Щелкаем здесь, здесь и пишем 1. А дальше опять мультивыноска. Потом у нас вот это вот сетка. Пишем 2. Дальше мультивыноска, вот эта сетка, пишем 3. И четвертое, это вот это, четвертая петля. Есть. Вот так мы пронумеровали, как уже заранее поставили их номера позиций. Так, дальше, кроме этого, теперь давайте поставим размеры, чтобы видеть, сколько у нас места займет. Будем ставить размер линейный и поставить мы должны вот здесь глубину выемки. Ну, давайте так, 45, должно быть 450. Мы тут должны взять размер, который увеличивает размеры в 10 раз. И видите, у нас такого нету, да? Так, мы его сейчас преобразуем. Видите, в 10 нету. Поэтому мы что сделаем? Его переименуем. Поставим 10. Ну, чтобы все соответствовало. И вот здесь основные единицы поставим 10. Окей. Установить, закрыть. Так, теперь вот он стоит. И поставим размер линейный. Отсюда сюда. Вот должно быть 450. Оно и есть. Дальше высота общая. Поставили. Потом ширина вот здесь
Есть. Дальше ширина вот здесь. Есть. Так, что еще? Посмотрим сюда. Промежутки, как мы тут ставили. Вот, от центра до этого у нас 50. Дальше здесь расстояние. Ну, так. Здесь надо точно попасть. Так, и вот так. Вот, 80. Дальше здесь так и так. 80. Поставили. Вот здесь мы покажем, его не было размер, но мы его создали. 50, да, защитный слой бетона. 50. Так, затем, ну что, надо указать вот здесь, какое здесь расстояние. Вот так. Дальше внизу указать вот эту ширину. Указали. Указать вот эту ширину. Указали. И, ну, наверное, да, положение петли. Мы саму петлю не поставили, поэтому арматура ставим. И положение петли должно быть вот тут. Петля сама. А теперь ее надо перенести так. Ну, поставим ее сюда. Вот так. И копируем объект. И перенесем его на 50. Так. На 50. Так. Значит, перенесем еще на 5. Миллиметров это значит 300, правильно? И умножаю на 2, 600. 600. Так вот этот я для чего это делаю? Теперь скопируем. Вот отсюда. 600, но мы делаем это в масштабе 10, поэтому переношу на 60. Так, вторая 60. Так, где она? Вот она. И вот здесь проведу, ну, как-то немножко перенесу ее ниже. Вот это все у меня в масштабе 1.10, а я эту сетку нижнюю сделаю в масштабе 1.20. Ну, то есть я размеры уменьшил в 2 раза. Значит, у меня она получится вот так тогда будет 40. Смещу на 40. И здесь вот тут его по краешку раз, сюда, скопирую. Так, теперь смотрите, вот у меня здесь первый вот этот размерчик, да, он составляет 50 миллиметров, а второй 100. Ну, я в 2 раза уменьшил, это значит 25, потом 100. Значит, смещаю сначала 25. Так, ну, это натуральный размер. Да, так, правильно получается? Ну вот мы измерим расстояние сейчас. Ну, чтобы не ломать голову, да, чтобы измерить натуральное расстояние на чертеже, вот оно, да. Тут 5, тут 10. Значит, поэтому смещаю. В 2 раза меньше, это будет 2,5. 2.5, Enter. И его вот так смещаю. И теперь смещаю на 10. И смещаю только вот, смотрите, этот не на 10, на 5. Да? 2,5 это будет 5. Смещаю на 5 вот этот и вот этот кусочек. Все. Это не смещаю.
я не изображал остальные арматуры. Почему? Ну, чтобы здесь не получилась такая тут решетка, да. Этого вполне достаточно. Сейчас вы увидите, да, что этого достаточно. Переходим на тонкий. Так, дальше. Здесь подписываем сначала аннотации, текст, и подписываем вот здесь КП1. Так, каркас пространственный первый. Так, вот так. Можно это выключить. Дальше подписываем. Здесь сетка. Многострочный можем подписать, так удобнее. Так, S1. Здесь подписываем S2 и пишем M1 делить на 20. То есть вот тут мы подписали, что она в другом масштабе, да? Так, сетка S2 мы должны были подписать. Вот, S2, ну масштаб у нее другой, да, вот у этой другой масштаб. Ну, шрифт достаточно такой, какой есть у нас здесь у размерных чисел. Далее, теперь нам необходимо обозначить. Вот здесь это элемент 5. Так, и смотрите, может быть вариант такой. Длина этого стержня, это вот она, да, общая длина. И если они у меня они одинаковые, то длина их одинаковая, да, поэтому этот стержень я тоже обозначу номером 5. Может быть, это разные стержни по длине, да, если вот здесь эти расстояния разные, тогда и длина у них разная, и номер у них разный. Ну, здесь точно так же, да, вот здесь это 6-й стержень, у меня он получается одинаковый, вот это и это. Ну, так, они у меня получаются одинаковые, вот видите, одинаковые, да. Можно поставить так, как я поставил, да. И здесь тоже у меня получается они одинаковые. А вот этот стержень, этот у меня получился 7. И еще один, вот этот стержень, он тоже у меня получился так. Вот, одинаковый, да, одинаковые стержни. Ну, то есть мне понадобится здесь в табличке всего 3 строчки. Вот эти лишние остальные строчки будут у меня лишними, да. Ну, у вас может получиться по-другому, да. Поэтому я их делал с запасом, заранее этого не знал, что, как у нас получится. Вот так. И эту линию преобразуем в основной. Вот так. Теперь осталось поставить размеры и заполнить эту табличку. Размеры. Ну, точно так же ставим размер линейный и ставим где удобно. Ну, например, здесь и вот так. Значит, обязательно, внимательно думаем, да, включаем аннотации и масштаб 1:10, да, должен стоять. Вот в этот размер мы ставим. Никакой другой, да. И вот смотрите, сколько? 544, да, может быть, да. Всегда проверяем и думаем. 215. И вот здесь, вот это расстояние у нас, вот видите, получилось 99, да. Но здесь должно быть 100. Ну, я могу и так сделать. Вот так. Дальше все есть. Значит, здесь масштаб ставим мы вот так, так. Ну, если тут 2, то можно его и не ставить, да. 2 миллиметра, это означает, что он будет на
как раз выпуск на арматуру, да? Вот так. Ну и здесь он должен получиться такой же. Вот видите, такой же. Ну, здесь я мог бы, допустим, что у нас, видите, арматура-то толщину имеет, да? Вот. Но у меня есть голова, поэтому я думаю, пишу его одинаковым, да? Что он должен быть одинаковым. Так, ну и здесь. Но здесь у нас, как вы помните, масштаб 20, да? У нас такого масштаба нету. Значит, его придется опять сделать. Ну вот, ну из этого же сделаем. Редактировать. Поставим здесь 20. Окей, но вот этот был масштаб, переименуем, напишем 20, чтобы у нас все соответствовало тому, что есть. Теперь 20 и опять измеряем. Вот здесь и здесь мы так измерим, здесь по-другому. Пишем 50. Дальше здесь пишем 100. И здесь пишем, сейчас сколько получится, да, вот тут вот этот кусочек. Вот так. Значит, тут нехорошо, мы его что? Вынесем сюда. 100 пускай тут остается, 600. А вместо 600 мы пишем 100. Так, 100 умножить на 6. То есть это 6 промежутков по 100. И сверху делаем точно так же. То есть можем мы вот этим воспользоваться размером. Да, но не можем, потому что он... я попробуем. Так, 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 так и так. Вот так. Ну, это мы чуть-чуть его переместим. Вот так. Переместим. Это пусть будет. А тут пишем вместо 600, пишем 100 умножить на 6. Есть. Ну и теперь осталось сделать что? Это удалить. Это подвинуть. Вот сюда. И заполнить табличку. Значит, пишем здесь аннотации, текст многострочный, марка изделия. Вот здесь пишем КП. Выравнивание середина по центру. Так, КП. Позиция деталей. 5 у него деталь. Опять пишем текст. Вот так, выравнивание. Так, многострочный. Середина по центру. Пишем 5. Да. Теперь следующее. Мы пишем так. Диаметр 10, S 400, L столько-то. Вот так и пишем. Дальше. Многострочный текст. И пишем его сюда. И диаметр вот тут находится. Дальше переключаем. 10 S 400, марка самой, получается, арматуры. L равно. И дальше. Так. Выравниваем середина по центру. Так, ну, видите, я его что? Вот. А теперь, откуда взять длину? Вот она. Так, а почему тут поменялось?
Так, смотрим. Тут, видите, у нас размер увеличился, да? Ага, потому что мы здесь допустили какую-то ошибку, да? А именно, сейчас я вам покажу. Так, ну, допустим, вот этот. Мы его переименуем. Переименуем. S2,5 на 10. 10. И отредактируем. Текст поставим 2,5. И вот тут масштаб поставим 10. Окей. Закрыть. Я его не устанавливал. А когда вот тут я делал этот масштаб, то я нажал что? Установить. И он что? Везде поменялся, да? На другой масштаб, да? На другой. Поэтому вот теперь только надо будет сделать что? Вот те, что тут у нас изменились, их выбрать. Тут тоже. Ну, собственно, все выбрать. И поставить ему S5 на 10. Вот он. Оп. И все, видите, вернулось так, как есть. А здесь, как было, так и осталось. Да? Все правильно. Ну и здесь, видите, у нас масштаб тут что? Он увеличился в 10 раз, да? Поэтому можно его тут переставить, но я его вообще уберу. Мы уже это сделали, поставили, нам он в нем нет необходимости. Так. Так вот, какая тут длина? Вот смотрим. 544 и 250. 795. Вот тут пишем 795. Количество вот сюда записываем аннотации, многострочный текст. 4 штуки. Выравнивание середина по центру. Дальше масса одной детали. Чтобы массу посчитать, то необходимо длину 0,795 умножить на массу одного погонного метра стали диаметром 10 миллиметров. Для этой стали это будет 0,617 килограмма. И поэтому, если мы 0,795 умножим 0,617, то получаем 0,49. Это весит одна деталька. И пишем 0,49. Выравнивание середина по центру. Ну, а соответственно 4 детали будет 0,49 умножить на 4. И получается 1,96. Вот сюда пишем 1,96. Выравнивание середина по центру. Да. Так, ну и точно так же заполняются остальные. Значит, ну я уже их заполнять не буду, просто покажу, как это делается. Вот сюда мы пишем S1 сетка. Выравнивание середина по центру. Дальше вот сюда пишется S2. Выравнивание середина по центру. Ну, позиция детали. Вот смотрим здесь. Для сетки S1 позиция детали 6. Вот сюда пишем 6. 6. Выравниваем середина по центру. Дальше.
Так, для сетки S2 позиция сколько? 7. Выравнивание средина по центру. Да. Ну и здесь пишется точно так же.